Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, я рада видеть вас на своем канале. Спасибо, что нажали на мою обложку. Я всегда очень долго думаю, что же поместить на обложку, так как видео о пустых баночках очень много конкуренции, но я стараюсь. И сегодня вашему вниманию я представляю не огромную свою кружку, а именно вот такую вот тортницу. И на тортнице здесь и декоративка, и духи, аромат, а также здесь и уход для волос, и для тела. И давайте же уже начнем к обзору именно израсходованных моих средств за месяц сентябрь. Их неожиданно оказалось много. Я все время думала, что я как-то мало израсходовала, но нет. И давайте же сразу же к декоративочке. Вот у меня полностью закончился вот такой вот интересный тинт. Именно от белорусского производителя Belita Cosmetics. У меня он вот в таком вот пробничке. В кои-то веки они дали в подарок нормальный экземпляр, а именно тинт для лица. Причем эта серия у них корейский зеленый чай. Я очень люблю эту серию, она просто восхитительная. Я пробовала и масло гидрофильное для лица, и крем, и мне все понравилось из этой серии. Мне вот этого вот экземпляра хватило где-то даже на 4 дня. Единственный минус у этого тинта то, что он один раз как-то вот окислился. Я раньше не наблюдала у Белита, что они так вот явно окисляются, но он может окислиться, но не сильно. Здесь какие же такие вот, как я люблю говорить, активные ингредиенты. Это катехин, ИГГ или IgG, экстракт стволовых клеток. Всегда вот это вот впечатляет. И также мне нравится, что здесь есть небольшой SPF 15. Я очень хорошо отношусь к такому SPF. И 3 вида лучей. Я приближу, как выглядит вблизи вот именно этот пробничек. Мне было достаточно этого пробничка, чтобы принять решение, буду ли я покупать полный формат. Я пока думаю, но на лето, на наше лето, не такое уж оно сильно солнечное. Это лето, кстати, было хорошо солнечное, мне понравилось. Особенно мне понравилась жара, я мерзлячка, я обожаю жару. Когда все стонут, я радуюсь именно вот этим несчастным. В этом году было где-то 3 или 5 недель такой жары, мне это очень понравилось. Других каких-то цветовых решений в этом тинте нет. Здесь универсальный тон и формула адаптивная, которая, то есть, адаптируется под цвет лица. Но может окислиться, поэтому меня это смущает. Кстати, в этом пробнике 3 грамма. И переходим к следующему декоративному средству. И представляете, это опять будет Belita. Причем это будет их новый точечный консилер Smart Line. Здесь такая упаковка интересная для белорусского рынка. Это очень даже впечатляет. То есть вот такая вот, прям как у Maybelline, здесь подушечка. Но она у меня разорвалась. И как-то мне это не очень понравилось, не очень опрятно выглядит, но они молодцы, что работают над упаковками. И этот консилер, он стоил достаточно дорого, где-то 16 рублей. Даже спросила у консультанта, почему так дорого, ведь другие консилеры ничем не хуже белорусские. Ну, естественно, как я и думала, это за разработку вот этого флакона. У них не только консилеры в таком флаконе, также у них там и разные сыворотки в таких флакончиках интересных. В данном случае это тон 01 Light, он мне очень подошел, очень понравился. Кстати, его можно использовать и точечные какие-то недостатки замазывать, а также для области вокруг глаз. Сегодня он у меня нанесен. Последние остаточки я уже отсюда подоставала. Здесь вот такая вот прокручивается. Мне очень нравится вот этот треск. Я люблю такие вещи. Многие говорят, что это микробы. Да, это микробы, но мне этого консилера хватило не намного.
Поэтому, если чуть-чуть будет микробов, ничего страшного, ничего с моими глазками не случилось. Он не подсушивает, хорошо подстраивается, все замечательно. Следующее у меня почти уже закончилось. Вот такая вот пудра от Vitex, она уже развалилась. Тут осталось уже недельку ею попользоваться или чуть больше недельки. Это матирующая компактная пудра для лица, тон 02 Natural Beige. Очень мне она понравилась, взяла ради того, что здесь SPF 20, то есть в пудре SPF больше, чем в тинте. И Vitex это тоже белорусский бренд, продается в том же магазине, где и Белита, Белита Cosmetics, и все замечательно. Пудра очень хорошо подошла под мой тип кожи, нормальная, с признаками сухости осенью, но благодаря белорусскому уходу Белита, я еще покажу, у меня кожа, она стала нормальной. То есть у меня шелушение исчезли, и теперь она вот полностью нормальный тип кожи, я могу сказать. Поэтому рекомендую эту матирующую пудру, пользовалась с удовольствием. Единственное, может развалиться упаковка. Следующее почти закончился, то есть у меня хайлайтер тоже от бренда Vitex. Это у них вот такие вот есть экземплярчики, двоечки. У меня тон 02, есть еще 01, который очень хвалят. Но я взяла, у меня кожа такая с желтым подтоном, поэтому я взяла тон 02 бронз. Мне больше понравилось, потому что в другом тон 01, там вот этот вот контуринг, он такой более коричневый, а здесь вот он такой вот как бронзер. А я бронзер использую и для того, чтобы делать скулы тут, и для того, чтобы вот здесь наносить контуринг. Поэтому мне вот этот контур-бронзер больше понравился. Что касается хайлайтера, он очень быстро расходуется, пылит, но он, вот кто любит такой деликатный хайлайтер, это то, что надо. Сегодня он у меня нанесен. Конечно, блеска из космоса нет, но сейчас и не моден этот блеск из космоса. Сегодня я в желтых камнях. Они перекрывают весь этот блеск из космоса. Просто решила себе в осенний денек поднять настроение, одеть свои любимые желтые прозрачные камни, именно топазы желтые, колечко желтое, также салика, кубический цирконий желтый. И вот это вот искусственный кварц, насколько помню, это российский бренд, очень мне радуют душу эти украшения желтого цвета. И этот хайлайтер еще будет мне радовать душу несколько дней. Я хайлайтер не только вот сюда наношу, также я наношу в уголок глазика, под бровь. И вот именно этот хайлайтер, он деликатный, он хороший. В принципе, мне здесь, как они пишут, скульптор, но я бы сказала, что это бронзер. Он тоже мне очень нравится. Следующее, что закончилось, я обожаю, когда у меня заканчивается декоративка, это вот такие вот тенюшки от Релуи, они полностью закончены в оттенке 12. И они были, знаете, такого очень хорошего универсального коричневого оттенка, которым я пользовалась для того, чтобы подчеркнуть, то есть проконтурировать орбитальную складку века. Также я могла использовать этот оттенок теней как контуринг. Ну, я не злоупотребляю контурингом, поэтому пользовалась в основном как тенями. Также я прокрашивала нижнее веко, иногда могла затемнить уголок, то есть контурировала глазик. Они для этого просто удачные. И, кстати, вот этот оттенок теней 12-го Релуи, он схож с их легендарным контурирующим средством. Да, у них такой есть, только он, контурирующее средство, оно более такое, не такое пигментированное. Тени, они более пигментированные, можно здесь наставить пятна. Также от пудровых текстур переходим к глазкам. То есть закончился у меня вот такой красивый, как в стиле Kat Von D, именно подводка фломастер для глаз. Причем изготовлена в Германии, но это белорусский бренд Lux Visage. Обожаю их подводки. Она так долго красит, и когда даже у меня она начала заканчиваться, я уже прокрашивала только вот у ресничек, а уже линию тонкую покажу, чем наносила. Но именно эту подводку я могу рекомендовать, она долгоиграющая, она действительно интенсивно черная, как здесь написано, очень ей удобно пользоваться. Я люблю подводки фломастеры, и белорусские, они и бюджетные, они красиво сейчас оформляют, все меня устраивает. Также у меня закончилась вот такая вот подводка,
Тоже фломастер от китайского бренда Focallure, причем мне очень подошел этот бренд, он не вызывает ни аллергии, никаких реакций, даже тональное средство от Focallure мне подходит. Я здесь очень впечатлена упаковкой, она очень качественная. Также здесь написано waterproof, и это действительно waterproof, то есть даже если высохла эта подводка и потереть водой, то она не сотрется. Здесь вот такой необычный наконечник, им очень удобно рисовать, именно заканчивать стрелочку, вот этот самый тонкий момент. Я вот покажу, сегодня я ее заканчивала, но она уже подсыхает. Ее причем надо вот так вот трясти, и может средство подступить, но раньше здесь появлялся такой пузыречек, и я понимала, что средство еще есть. Сейчас пузыречек уже не появляется, поэтому уже закончено, и я очень довольна была. Кстати, здесь написано 0,1 мм толщина, то есть даже очень, кто любит очень тонкие стрелки, советую, если нет реакции на китайских производителей. У меня нет реакции на китайских производителей, Focallure очень мне нравится. И также закончились у меня, представляете, 2 туши для глаз. Ну, все-таки больше 3 месяцев лучше не использовать, а этим тушам уже где-то полгода. Так вот, у меня закончилась тушь, опять же, от моего, я бы так сказала, любимого белорусского бренда Reluí. Это термотюбинг тушь, то есть термотушь, которая снимается чулочками горячей водой. Здесь действительно потрясающая консистенция, щеточка моя любимая, силиконовая, прокрашивает каждую ресничку. Конечно, такого театрального эффекта на ресницах вы не добьетесь, но мне она нравится. Мне нравится оформление такое, как будто на ножку одет чулочек. И вот это сочетание черного и розового цвета, все в этой туши прекрасно. Я скажу честно, это мой фаворит. На термотуши даже не смотрю. И действительно, я с удовольствием тепленькой водичкой снимаю чулочками эту тушь. Ей даже посвящено у меня видео. Также закончилась тушь вот в таком красивом бордовом флаконе. Это тоже Reluí тройной эффект. Почему-то про нее совсем не говорят, но это потрясающая тушь. Она даже удостоена награды. Здесь написано, что декоративная косметика номер 1 номинация, косметика для глаз. Даже так, ну что она дает? Тройной эффект, объем, плюс удлинение, плюс подкручивание. Да, она все это дает, очень хорошая тушь. Единственное, она сложновато стирается с глаз. Нужно так подержать средство для снятия макияжа с глаз долго. Также здесь содержатся и протеины шелка, витамины С и Е. Они питают и укрепляют ваши ресницы, как здесь написано. Очень довольна. Хоть здесь кисточка и не силиконовая, мне она подошла. Ею легко пользоваться. Здесь очень советую. То есть не просто так эта тушь. Кстати, я тоже ей посвятила видео, но не только ей, а именно тушам в красных флаконах. Есть у меня такое интересное видео, потому что я неравнодушна к флакончикам. Также к декоративке я бы отнесла еще и декоративку для ногтей, так как я делаю перерыв, отдыхаю от долговременного покрытия, то на ногтики я наношу вот такие вот блестки. И очень любила именно вот эти блестки от Lux Visage, называется Galactic. Это у нас оттенок, то есть именно 212. Номер этого лака. Очень красивые здесь блесточки, но единственный недостаток, когда уже средство подходит к концу, оно засыхает и им невозможно пользоваться. Я чуть не испортила себе маникюр, но благо хватило. Поэтому единственный недостаток — может подсыхать этот лак. Опять же, от Lux Visage. Этот белорусский бренд у меня на 2-м, наверное, месте после Reluí. И переходим к одной из моих любимых тем. У меня, кроме декоративки, это как десерт, закончился еще и аромат. Это уже будет как крем на тортике или вишенка на торте. Очень люблю я. Причем закончился у меня аромат в таком вот пробнике. Это был подарок. И это аромат от L'Occitane and Provence, так и прочитаю бренд, Нероли и Орхидея. Это вообще считается один из лучших их ароматов. Здесь и красивая упаковка. И я даже рассматриваю к покупке. Просто я тяготею к более тяжелым таким ароматам.
Я даже зачитаю, что это группа цветочная, выпущен аромат в 2014 году, парфюмер Карин Дюбрил Сирени. Это очень часто у них вот это парфюмер. Верхние ноты, это здесь, обратите внимание, апельсин и мандарин, средние ноты нероли, инжирный нектар, персик и ландыш. И базовые ноты орхидея, мускус и ирис. То есть в средних нотах и базах заявлены вот эти названия, нероли и орхидея. И здесь обращают внимание, что именно если читать на сайте про описание этого аромата, то он входит в коллекцию La Collection de Grasse бренда L'Occitane. Коллекция вдохновлена ароматами Прованса и Грасса, то есть парфюмерной столицы Франции. Вот этот именно аромат, он такой радостный, он такой энергичный, он такой, я бы сказала, люксовый. Я даже понюхаю остаточки. Здесь главное — это гармоничная вот эта комбинация двух цветков. Причем здесь эфирное масло средиземноморского именно нероли используется, и экзотическая мадагаскарская такая вот орхидея. Действительно, здесь пахнет таким вот люксом. Аромат очень дорого звучит. У меня даже сын заметил и сказал: да, это действительно дорого звучит. И фруктовые ноты, что здесь, инжирный нектар, апельсин, мандарин, они придают вот этому аромату какое-то легкое, позитивное такое настроение. Этот аромат, он не плоский, он многогранный. Именно здесь вот такая приятная вот эта горчинка нероли. Я раньше любила нероли только у бренда Le Labo дорогого. Но вот теперь поняла, что у L'Occitane тоже заслуживает внимания. Вот этот неролевый аккорд здесь красиво оттенен очень вот орхидеей. Действительно, аромат превосходный. Я вообще про нероли могу рассуждать очень много. Но самое главное, знаю, что если покупать аромат с нероли, то нужно подороже, потому что этот ингредиент нероли — это масло цветков апельсинового дерева. И там именно, когда добывают вот это масло цветков апельсинового дерева, там срывают вот эти вот бутончики даже в какой-то день, определенные часы дня. И даже вот я для себя выписала, что на выходе получается малое количество вот этого масла апельсинового дерева. И на выходе из 2 тонн бутончиков получают только литр вот этой драгоценной субстанции нероли. Ну и что же, нероли. Этот аромат, он назван в честь итальянской принцессы 17 века Анны Марии Орсини Нероли, которая имела привычку ароматизировать свои перчатки вот этой цветочной водой апельсинового дерева. Но действительно, это очень яркий, позитивный, красивый аромат. Даже иногда он со старта может напугать своими какими-то вот этими ароматом чистоты. Но потом этот аромат чистоты, он так красиво переливается, так красиво играет. И здесь именно красивая такая чистота, такое вот облачко. То есть слегка до облачка дотрагиваешься, очень такой тонкий, красивый, переливчатый аромат заслуживает внимания. Я, когда стала глубже изучать парфюмерию L'Occitane, я стала любить еще больше и больше именно ароматы от L'Occitane. Они обладают для меня каким-то успокоительным эффектом. Это своего рода ароматерапия. И плавненько переходим от аромата к моему лицу. Как же я ухаживала за лицом, это видно. Ну и первое, что здесь нужно: нежные сливки для снятия макияжа для всех типов кожи у меня закончились. Причем это опять белорусский бренд Belita Cosmetics, который подороже именно серия, вот серия, называется Galactomyces, которая сделала из моей сухой кожи именно нормальную, чему я негаданно хотела сказать, невероятно рада. Здесь активные ингредиенты, вот эти вот галактоферм. Это ферментированный фильтрат дрожжей, богатый минералами, микроэлементами, аминокислотами, витаминами групп А, В и П. Также здесь содержится вот этот разрекламированный и очень широко распространенный в корейской косметике экстракт центеллы азиатской, который нормализует жизненный цикл клеток эпидермиса. Кроме этих активных ингредиентов, также здесь есть бетаин, масло ши, масло виноградной косточки и экстракт бамбука.
И вот все, что здесь написано, что становится более ровный тон кожи, обещание, увлажненная кожа, наполненная сиянием, и защита от негативного воздействия внешних факторов, тут я не знаю, и усиление иммунитета кожи тоже не знаю. Но мне нравилось состояние моей кожи, когда я пользовалась этими нежными сливками. И хоть здесь и написано нежные сливки, я один раз подумала, надо попробовать снять вот эти вот мои подводочки от Фокалюр и Люкс Визаж, попробовать, как снимут эти сливки, именно подводочки и тушь. И реально, если на ватный диск нанести вот эти нежные сливки, как здесь написано, то и подержать на глазике, то все смоется. Я была весьма удивлена, поэтому серия очень удачная. Это одна из моих любимых серий. Именно уход от белорусского производителя, который работает. После того, как я сняла макияж, я обычно еще мою пенкой и потом наношу какой-то тоник. И так как у меня был подарочек от L'Occitane с бессмертником, с этим вот цветочком, то я с удовольствием использовала этот тоник. У него такой красивый аромат травяной. Я вообще люблю вот всю вот эту вот линейку в таком красивом синем цвете, посвященном бессмертнику. У меня хорошо воздействовало и на кожу век, именно крем для век с бессмертником. Потом мне вот подарили вот этот пробник, он очень качественно упакован, я даже не могу открутить эту крышку. Для меня и тоник хорошо, он не подсушивает. Единственное предупреждение, что этот тоник под глаза нельзя наносить, но он действительно, как здесь написано, здесь такая драгоценная вода. И наносила я вот этот именно тоник обогащенный и утром, и вечером. Также остатки косметики смывала тоником в таких труднодоступных местах. И у меня кожа после него действительно была такая увлажненная. И я, ну вот скажу честно, не знаю, скорее всего благодаря вот этим сливочкам и вот этому уходу, но также летом я же пользовалась другими кремами, то может быть и благодаря тонику у меня кожа тоже была увлажненная. Также раз в неделю я пользовалась вот таким вот всесезонным пилингом с феруловой кислотой. Очень я с опаской отношусь ко всем видам пилинга, но вот этот вот он безопасный. Здесь так и написано, можно пользоваться раз в 7-10 дней. Как же я пользовалась? Просто на очищенное лицо после тоника я наносила вот эту феруловую кислоту кисточкой специальной, которая, например, для тона подходит, и разносила вот по лицу вот этот вот пилинг, держала 12 минут, он немножечко подщипывает, то есть кожа немножечко щиплет, но все хорошо. Как я услышала об этом феруловом пилинге, я один раз пошла к косметологу именно летом, она сказала, перед отдыхом на море лучше сделать пилинг именно вот такой вот с феруловой кислотой. Ну, я думаю, буду платить такие деньги косметологу. Пойду я в Белито спрошу, а вдруг там тоже у них есть такой пилинг. И вот уже, наверное, год 3-й или 4-й я пользуюсь этим пилингом, можно сказать, на постоянной основе. Это мой 2-й флакон, я не вру. Сейчас я пробую уже другой пилинг, так как надо менять все-таки, но именно вот этот вот пилинг я советую, вы себе не навредите, а только наоборот обрадуйте свою кожу. Следующее, это опять же вот эта вот серия Галактомесис, но в данном случае это осветляющая маска для лица ночная и несмываемая для всех типов кожи. Но так как она несмываемая, то этой маской я пользовалась как ночным кремом, и тоже на мне очень работали вот эти вот активные их ингредиенты, которые здесь добавлены, вот эти вот галактомисис дрожжи и центелла азиатская. Очень хорошая маска, очень качественные флаконы у этой серии, она подороже. Белита Косметикс стоит дороже, чем Белита и Витекс, но не намного, но вот здесь цена и качество все оправдано, очень хорошая серия, почему-то ее так сильно не рекламируют, как другие серии, но она удачная. Также закончился, представляете, такой необычный крем, как PP-крем, то есть Perfect Pink. Что же это за крем? Бренда Кафе Мими, это российский бренд, есть ПП-крем. Я хотела ПП-крем и других брендов попробовать, но у нас на рынке именно на Wildberries нашла именно вот только такой. Я использовала его как базу под макияж. Этот крем был такого розового цвета, и он не сушил мою кожу, и хорошо, кстати, на него ложили все тональные средства. Иногда я могла заменить свой уход, но не рекомендую. Лучше нанести именно уход, крем для лица, а потом уже наносить этот ПП-крем.
Вообще, вот этот разрекламированный ПП-крем, он должен быть такого, как пишут, очень вычурно-розового цвета, и давать сияние кожи. Но здесь такой кремушек легкий, розовый. Здесь даже написано, что есть комплекс Shine On, который мгновенно преображает кожу и придает ей естественное сияние, устраняет несовершенства и следы усталости. Неплохой крем, но он такой, что можно не заметить его действия. То есть я люблю, так как у меня кожа осенью склонна все-таки к сухости. Сейчас, то есть осенью, в начале осени нет сухости, не наблюдаю, но потом зимой она может показывать шелушение. Поэтому я всегда на свой дневной крем наношу какую-то базу, лучше всего увлажняющую. Но вот захотелось мне ПП-крема попробовать, что же это за такая база. Последнее, что я использовала для лица, это такая масочка. Я вообще такие маски не люблю, но раз подарили, так подарили. Здесь бренд Lailen. Не знаю, что это производство, не могу даже найти на упаковке, но вот это, по-моему, какой-то бьюти-бокс мне дарили, купленный на Wildberries. Там было несколько масок именно от этого бренда. Здесь, я так понимаю, с голубикой, Blueberry Mask, написано, что глубоко увлажняющая и питающая. Ну, я так понимаю, надо на каждодневной основе пользоваться такими масками. Мне каждый день лежать по 15-20 минут, как-то нет времени. Я больше люблю вот в тубах маски. Ну, она неплохая, да, лицо очень такое увлажненное после нее. В принципе, если нанести обычную маску в тубе, все, и подержать 15-20 минут, жирным слоем ее нанести, будет тот же эффект. Поэтому я не очень люблю такие маски, но она на коже моей хорошо действовала. С одного раза результат был. Волосики. Косметика для волос. Закончился вот такой вот у меня шампунь от Vitex. У меня была из этой серии органы и протеины, именно, то есть был бальзам, мне он очень понравился, поэтому решила и шампунь вот этот купить. Он так и называется, шампунь блеск для сияния и восстановления волос. Как всегда на белорусских шампунях столько всего написано, причем здесь такие интересные активные ингредиенты, как сказка читаю, современные очень мягкие компоненты, и драгоценная масса органы, и протеиновый комплекс кашемира, шелка и кератина, инновационный глоссинг. Вот что же это за такой инновационный глоссинг? Это комплекс мгновенно обеспечивает эффект ламинирования, создает на поверхности локонов зеркально отражающее покрытие для невероятно переливающегося блеска и шелковистости волос. Вот такие вот у нас шампуни по бюджетной цене. Здесь очень интересно читать, и мне этот шампунь блеск понравился. Мне белорусские шампуни от Belita Vitex подходят, и вот этот вот красавчик, такой жизнерадостный, оранжевые оттенки, они придают настроение, как и желтый цвет. Поэтому с удовольствием испытала на себе магию роскошных волос. Мне этот шампунь, кстати, из всех белорусских шампуней больше всего понравился. И, может быть, даже повторю, хотя я повторяться не люблю. Также для волос закончился у меня такой оттеночный бальзам для волос. Называется платиновый блонд. Мне все понравилось, действительно придает волосам такой платиновый оттеночек. Сегодня я им пользовалась. Тут у меня фиолетовый оттеночек, я когда-нибудь потом в пустых баночках расскажу. И, как здесь написано, до 8 использованием шампуня. То есть где-то 8 раз я и пользовалась, может быть, чуть меньше. Это бальзам без аммиака и эффект против желтизны. Ну вот пользовалась. Единственное, целый день я чувствовала такой вот аромат химиката после того, как смыла этот бальзам, но я люблю такие химические ароматы, поэтому неплохой вот этот Шварцкопф можно использовать раз в неделю для того, чтобы придать волосам какой-то такой холодненький оттенок, или кто страдает желтизной. И недорогой бальзамчик. И уход для тела. Закончилось вот такое вот мыло, а именно увлажняющий гель для душа, для чувствительной кожи. Это бренд BB. Насколько я знаю, да, это Испания. Это вообще пользовался мой сын. У него дерматит на руках, обостряется осенью и зимой, поэтому ему на каждодневной основе, после каждого, то есть постоянно нужно пользоваться не обычным мылом, а именно вот такими вот увлажняющими гелями, поэтому очень хороший гель. У него за лето и за осень дерматита явных признаков нет, поэтому могу советовать, кто страдает дерматитом, но это нам советовала именно врач.
Также для тела у меня закончился, перейдем, знаете, вот, лучше крем для бритья мыльный, такая у него не очень красивая упаковка, это фабрика Свобода, моя любимая российская фабрика. Как же мне понравился этот крем для бритья мыльный, это вообще для мужчин, но я брила ножки, интимные места и подмышками с помощью этого крема для бритья, и он реально такой вот, он и мылится то, что надо, и цена у него бюджетная, и несмотря на маленькую баночку, 75 грамм здесь, он очень долго расходовался, поэтому даже, повторю, закажу на Wildberries еще одну такой флакончик. Раз мы про бритье говорим, поговорим и про интимную гигиену. А для интимной гигиены я покупаю именно средства от Белита или от Vitex. Вот сейчас не могу найти, от кого это. От Белита Cosmetics или все-таки от Vitex. Vitex. Это Vitex, в данном случае мицеллярный мусс для интимной гигиены, для чувствительной кожи. Фишка, что здесь натуральная молочная кислота, пребиотики, депантенол, протеины шелка. Нет здесь ни СЛС, ни слез, pH 4,5, 5,2. Прекрасный мусс, ничего не сушит, и вообще для интимных мест лучше, конечно же, специальные какие-то пенки, чтобы там не пересушить, ничего не сделать вредного. И также ручки. Что касается ручек, то вот такое вот средство. Просто когда отдыхали в Питере, мы жили в квартире студии, надо было купить крем для рук, и я там купила крем для рук от бренда Delicate Babies, и очень неплохое такое нежное крем-мыло детское с экстрактом ромашки, кстати, не сушит кожу. Ну вот обычно проходное такое вот средство, причем город Воронеж, изготовитель, ООО «Первая купеческая мануфактура». Люблю вот эти названия. Хорошая мыльца, радовалась, напоминает мне об отдыхе. И также вот я в Фикс Прайсе покупала очень интересное мыло, это профессиональный нежный крем после доения. Да-да-да, для ручек, для ножек покупала такой крем с экстрактом календулы, маслом ши, витамином Е здесь написано, что дает противовоспалительный, ранозаживляющий эффект, бренд Флоресан. Причем очень неплохой крем. Здесь показания от сухости, трещин, мелких ранок. Я бы не сказала, что он так лечит ранки. То, что лечит ранки, я сейчас покажу. Но этот крем неплохо увлажнял и ручки, и пяточки. Но он такой универсальный. Аромат такой молочно-цитрусовый. Очень приятный, необычный. Я скорее получала удовольствие не от результата от этого крема, а именно от этого аромата. Но он нормально увлажняет, поэтому можно рассматривать в Фикс Прайсе, он обычно продается, нигде в других местах я не видела. Причем здесь даже написано «Защита природы, Nature Organic». Активные ингредиенты: депантенол, масло ши, экстракт календулы, витамин Е. Но аромат здесь просто превосходный, причем здесь состав так хорошо расписан. Я редко встречаю, когда состав в скобках еще уточняют. Там карбамид, вот страшное название, потом в скобках карбамид, масло кокосовое, экстракт календулы, да, вот как я вам и перечислила. Все здесь уточняется, здесь уделено внимание всему. И у меня сын очень интересовался этим кремом и даже пользовался, руки мазал, пока врач не прописала ему специальный крем. И про этот крем я уже прожужжала все уши. Это индийский крем Bora Care. Это самый лучший крем для рук, для ног, для тела, для лица, для пяток, для локтей, для всего. Самый лучший, и этим все сказано. Просто ему замены нет, только он снимает боль с трещинок на пальцах, с ранок. Это просто какое-то волшебство. Bora Care. Причем есть с запахом, и есть без запаха, и есть еще заменитель Bora Fresh, там и с лавандой, и с жасмином, и с календулой, и с ромашкой, кто что любит. И по бюджетной цене в последнее время видела, что 5 белорусских рублей. За 5 белорусских рублей избавление от всех проблем. И мыльце. Я очень люблю твердое мыло. И вот использовала такое красивое цветочное мыло туалетное. Так и называется, просто мыло. Невероятный аромат. И это, по-моему, белорусский производитель. Да, Гомельский жировой комбинат. У нас неплохие, очень бюджетные кремы.
Ну и что ж, я очень люблю обсыпаться пустыми баночками, чтобы как-то обрадоваться осенью, хоть и осень, но надо радоваться. Поэтому вот этими вот банками я сейчас обсыплюсь, кроме декоративки, уже ее не буду ломать. Ну что ж, раз, два, три, радуемся жизни, радуемся тому, что в дом придут замены этим пустым баночкам. Ведь это такое удовольствие обновлять уход, декоративку, обожаю. Ура! На этой прекрасной ноте вместе с пустой тортницей я с вами прощаюсь, говорю вам, не грустите, хоть и осень наступила. Я не люблю осень, хоть я и родилась в конце осени, это нелюбимая моя пора года, но все равно будем держаться, будем радоваться, ведь всех нас ждет только самое лучшее впереди, главное в это верить. Пока-пока, увидимся в следующих видео.